Всем привет! Это мое первое видео на моем YouTube канале, и оно будет о переезде на Бали. Это видео все просили, все хотели, в нем будет много ответов на все ваши вопросы, которые вы мне задавали в Инстаграме. Надеюсь, что вам понравится. Подписывайтесь, потому что вся основная информация о нашей жизни на Бали будет именно здесь. В Инстаграме останутся только какие-то отрывки и какие-то, грубо говоря, срочные новости. А все подробности, прям они будут здесь. Один из самых популярных вопросов был, почему мы вообще решили уехать из России. Никаких конкретных причин я вам назвать не могу, нам просто захотелось что-то поменять, попробовать пожить в другой стране, у океана, там, где вечное солнце. Почему нет? Пока мы молодые, пока у нас есть возможность, я думаю, самое время было уехать и это попробовать. Я думаю, каждый из вас тоже хотел бы поехать пожить у океана. Примерно в июле мы уже так серьезненько стали задумываться о том, что нам нужно делать документы, что нужно оформлять визы, но Бали был закрыт. Поэтому мы стали ждать. Я брала клиентов только до сентября, я всем об этом говорила, что после сентября я уже не смогу обучать, не смогу работать. Но в сентябре, к сожалению, не получилось уехать, потому что в Бали все так же был закрыт. У нас уже возникла мысль поехать в Таиланд, мы стали изучать тему с Таиландом. Туда действительно на данный момент намного проще попасть. Но нам так понравилось в 2020 году на Бали, что мы решили, что ладно, мы рискнем, мы потратим кучу денег, но мы прилетим туда, куда мы действительно хотим, а не туда, куда проще попасть. Мы просто реально практически полгода были в смятении, мы не знали, куда нам податься, куда нам поехать. И тут Таиланд одобряет наш спутник. И как бы мы не были против прививок, как бы нам не хотелось их ставить, мы пошли за прививкой. Хорошо, что мы начали делать это заранее, потому что когда у нас уже подходило время ко второй дозе, открыли Бали, и Бали тоже принимал русских туристов со спутником. Поэтому очень круто, что мы заранее к этому подготовились, потому что после второй прививки, после второй дозы должно пройти не менее 2 недель. Только через 2 недели после второй дозы вы можете влететь в страну. Поэтому все сложилось как нельзя кстати. И вот у нас получены сертификаты о вакцинации, открывают Бали как раз таки. Я заканчиваю свою работу, принимаю последних клиентов и сажусь оформлять визу. Мы наконец-таки определились, куда мы едем. Сажусь оформлять визу на Бали, в Индонезию. Надеюсь, что это будет большой длинный влог, и когда вы будете его смотреть, я уже буду греться на солнышке. Я безумно сентиментальная, и мне было очень сложно прощаться со своими родными, с моими подругами. У нас сегодня прощальная вечериночка. Вот красивый столик, сидим, кушаем. Потом будем вспоминать, как вкусно ели. Особенно тяжело было, конечно, прощаться с моей Леной, с моей коллегой, потому что она тоже уехала жить в другую страну, и встреча с ней, вообще маловероятна. Так что, походу, нам остается только созваниваться по фейстайму, и все. Я не знаю, когда мы сможем с ней встретиться, поэтому я рыдала, как, не знаю, белуга. Я просто с ней прощаться, потому что, к сожалению, до моего отъезда Лена выздороветь не успела, поэтому мы сейчас как-нибудь попробуем с ней на дистанции пообщаться. Мы не виделись уже практически 2 недели. И тяжело на самом деле, потому что мы столько бок о бок проработали и как-то не завершили, так сказать, наш союз, как-то все резко оборвалось. Так сложились звезды, поэтому сейчас будем плакать, наверное. Первый раз в жизни меня облил автобус, это просто кошмар. Что-то я еще Лену не дождалась, у меня уже слезы на глазах, прям что-то вообще. Так жалко с ним прощаться, вдруг мы никогда больше не увидимся. Сколько было хорошего вообще в нашем совместном бизнесе. Ой, сложно. Вот только так стоим на расстоянии и болтаем. Я уже прорыдала. Все грустненько, но пора прощаться. Еще один популярный вопрос. Как отреагировали наши родители на новость о переезде? Конечно же, первая стадия была отрицание.
Мои родители сначала всерьез вообще все это не воспринимали, они думали, что это какие-то шутки, что мы хихи-ха-ха, что на месяцок съездим и вернемся. То есть, ну, вообще всерьез это не воспринималось никак. У Кирилла мама тоже сказала, типа, что вы выдумали вообще, что совсем? Вот. Но так как это было за несколько месяцев, и мы периодически этот разговор поднимали, они потихонечку привыкли, и к моменту уже нашего отъезда, к моменту покупки билетов, уже все смирились, уже начали подбадривать, наоборот, что, ребят, вы молодцы, конечно, давайте езжайте, раз есть такая возможность уехать, езжайте, поживите другой жизнью, не такой, как живем мы, кайфуйте, наслаждайтесь. Вот и все. Мы прошли несколько пунктов контроля. Что у нас спросили? У нас спросили ПЦР, у нас спросили вакцину, у нас спросили приложение. Там, говорит, какое-то приложение у них есть, вот такой, говорит, сайт показывает. Вы его заполняли? Да, заполняли. Ну-ка покажите. А что у меня на телефоне есть? А, ну ладно, наверное, да, типа, наверное, это оно и есть. В общем, как будто такое ощущение, что сами они ничего не знают. Вот, потом уже на регистрации девушка смутилась в нашей визе почему-то, ну, что-то ее там по срокам не устраивало, ну, она проконсультировалась у старшего и все, и пропустила нас вперед. На таможенном контроле только у Кирилла спросили цель визита в Индонезию. Он сказал, что он едет на бизнес-встречу, вот. У меня ничего не спрашивали, ни когда я обратно, ни вообще ничего. У него спросили вот цель и когда он обратно летит. Все, полетели, старт 33 часов пошел. Для полета мы выбрали Turkish Airlines. Ни разу ими до этого не летали и были приятно удивлены. Самолеты были комфортные, очень много места было для ног, сиденья широкие. То есть самолет Екатеринбург-Стамбул был прям пушка. Мы уже в Стамбуле. Сейчас будем искать бизнес-зал, чтобы переждать наши практически 15 часов пересадки. Так как мы готовились заранее к поездке, мы изучили всю необходимую информацию и выбрали карту, премиальную карту желтого банка. Благодаря этой карте в Стамбуле мы коротали время в бизнес-зале. Но мы же люди-то обычные, простые. В бизнес-залах раньше особо не бывали. Я была парочку раз в России, но это вообще не то пальто. И вот, значит, я заранее смотрю информацию, что в данном бизнес-зале есть там такое, такое-то, напитки и что-то еще. Еды нет. Мы прилетаем в Стамбул, голоднющие. Я говорю, ладно, давай мы с тобой пойдем куда-нибудь пообедаем, а потом пойдем кайфовать в бизнес-зал, потому что впереди у нас 15 часов ожидания, а в бизнес-зал можно было пройти только на 3 часа. У нас было 2 проходки у каждого, у меня и у Кирилла, по 3 часа. Мы думаем, посидим немножко в начале нашей этой паузы и в конце уже перед вылетом. Все, значит, пошли искать еду. Цены просто космос, реально очень дорого, то есть обычный какой-то бутерброд непримечательный, это все там 500, 600, 700 рублей. В итоге, обойдя весь аэропорт, попытавшись выбрать что-то более дешевое и ничего не найдя, мы выбрали Subway, взяли 2 саба и бутылку воды, и нам это вышло в 1400. Мы просто офигели от цены. Ну, это не тянет на 2 косаря, конечно, но что делать, когда хочется кушать? Аэропорт Стамбула, конечно, очень большой, магазинов просто куча, много ресторанов, кафе. В общем, в принципе, развлечься можно. И так как сейчас пандемия, народу не сильно много, сиденья всегда можно было найти, где прижаться, где отдохнуть. Поэтому даже если бизнес-зала не было, в принципе, скоротать это время можно. Для прохода в бизнес-зал нам потребовалась карта желтого банка, премиальная карта, прошу прощения, забыла уточнить, паспорт и посадочный билет. Вас регистрируют, пропускают, и я офигела. Там было так красиво, там было так комфортно, там была куча еды. Нафига мы только что потратили 1400, непонятно. Кстати, еще не сказала, что при проходе в бизнес-зал с вашей карты списывается $32. Эти деньги вам потом возвращаются. Нам вернули примерно через неделю. Решили поужинать, у нас тут кофеечек. Я уже не знаю, сколько банок мы вот этого напитка выпили, очень вкусненький. Вот такое горячее. Кирилл говорит, курица острая. На Бали летит, сразу видно, десерты пожираем. Толстеем, у меня то же самое. Салата маньяки брать не стали. И вот на выходе из бизнес-зала мы понимаем, что никто не чекает, что вы выходите. То есть никак это нигде не фиксируется.
Но мы люди-то приличные, опять же, постеснялись остаться сразу там, решили походить, погулять еще по аэропорту и потом вернуться. Спустя время мы все-таки снова пошли в бизнес-зал, но уже остались там не на 3 часа, как нам было положено, а намного дольше. И вот, наконец-то, 15 часов ожидания закончены, мы идем на посадку. На посадке нас спрашивают вакцину, ПЦР-тест, визу. У меня еще в визе что-то женщине не понравилось, проверяющая, она что-то мне давать тыкать, что-то говорить, но я же ничего не понимаю, поэтому я и все, и ладно, и нас пустили. И мы полетели в Джакарту. Места в ногах, конечно, меньше, чем когда мы летели до Стамбула. Ну, то есть мультимедиа сенсорная, прикольная, так что будет чем заняться в дороге, самолет полный. Мы летели в ночь, и я прям уснула. И проснулась практически перед посадкой за пару часов. Все было классно, туркиши молодцы, нам прям понравилось, кормили тоже хорошо. На рейсе европейцев было очень мало, не знаю, мне кажется, человек 5-6 от силы вместе с нами, остальные все местные. В Джакарте мы приземлились уже ближе к вечеру, в 17:30, нас всех рассадили на стульчики и оставили ожидать ПЦР-тест. Воздух теплый, пахнет как в типичной Азии, какими-то мазями, еще чем-то. Так хорошо, тепло, хочется уже скорее переодеться. Просто. Ну, это какой-то капец. Начиналось все прилично, всех вроде как бы контролировали, кто как сидит. И сейчас просто стоит толпа, никто никого уже не рассаживает. Ужас. Нас спросили название карантинного отеля, взяли номер телефона и отправили в кабинку сдавать ПЦР-тест. Тесты брали не больно, я больше боялась, думала, что мне как зарезу в нос или в глотку. Нормально, вот прям вполне терпимо. Еще немножко, еще чуть-чуть, проверяем в очередной раз документы и надеюсь, на этом скоро все закончится. После всех этих мучений, длительного ожидания, сдачи ПЦР-теста и так далее, был самый страшный пункт, которого я максимально боялась, из-за которого я хотела начинать учить английский. Это паспортный контроль. Дело в том, что на данный момент туристов в страну не пускают. И ранее я уже говорила, что мы прилетели по бизнес-визе. Так как мы прилетели по бизнес-визе, офицеры в 90% случаев могли нас спросить, куда мы, зачем мы, почему мы, насколько мы и так далее. С английским я прям на «вы», а когда я нервничаю, я вообще, мне кажется, все забываю, и вообще меня ничего не спрашивать, я начну реветь. Вот, очередь была длиннющая, я стояла, меня вот так вот трясло, Кирилл был вообще на спокухе. И стою, я трясусь в очереди, перед нами людей многих спрашивают, прям задают кучу вопросов, кого-то спросили, там что-то не ответили, они куда-то уходят, эти офицеры, где-то они с кем-то консультируются или что, я не знаю. Ну, в общем, вся эта ситуация накаляла меня, я боялась очень. В итоге мы с Кириллом приняли такое решение, что мы просто берем нашу пачку документов, она у нас реально пачка, у него и у меня, просто кладем офицеру, вот так вот в кучу, проверяйте, и молчим. И знаете что? Сработало. Что я, что Кирилл, вот просто подошли, документики положили и молча стояли, ждали. Никаких вопросов, ни единого не возникло. Нас только сфотографировали, но фотографировали всех и пропустили. У меня просто вот такое облегчение было, когда я вышла за эти воротики. Я так была рада, что все мои волнения и переживания наконец-то позади, что все, мы в стране, в которую мы хотели попасть уже очень давно. Мы прилетели. После этого вас встречает представитель отеля, проводит еще через несколько пунктов досмотра, через полицию, забирает ваш паспорт и везет в отель. Просто 500 пунктов всяких досмотров, бумажек, и вот так все грузятся в машинки и разъезжаются по своим отелям. Сейчас мы поедем. Карантин мы проходили в Джакарте. На данный момент карантинить на Бали нельзя в нашей стране. Забронировать отель нужно было заранее, не через Booking, не Airbnb, ничего такого. У них есть специальный сайт, где есть определенный список отелей, которые вы можете выбрать для карантина. Мы его забронировали, мы выбрали Меркургатор. У нас было 3-разовое питание. Выходить из номера никуда нельзя, ни купаться, ни загорать, ничего нельзя, ни в спортзал. Вы просто 4 ночи, 5 дней сидите в своем номере
и отдыхайте. Надеюсь, что я в этом видео ответила на ваши вопросы. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что вам видео понравилось. Оно ведь у меня первое на ютубчике. Вот, подписывайтесь, я буду продолжать снимать, рассказывать о нашей жизни на Бали. Я думаю, что впереди будет очень много всего интересного. Я расскажу и про цены, и про стоимость на жилье, покажу нашу новую квартиру. В общем, все буду рассказывать, показывать. Оставайтесь со мной. Спасибо, что досмотрели до конца.